Всем добрый день! Сегодня я расскажу, как же избавиться от надоедливого, такого сухого, противного кашля. И так как я немножко приболела, и таковой кашель у меня уже имеется, но не хочется принимать препараты, так как они имеют побочные эффекты, всякие таблетки и медикаменты, я считаю, что лучше выпить что-то из народных средств. И такой вот рецепт мне всегда очень сильно помогал. Для этого нам понадобится 1 стакан молока, чайная ложечка меда, пол чайных ложечки соды и грамулечку, там грамм 5 буквально сливочного масла. Такой рецепт от кашля имеет очень-очень хороший эффект. Он отхаркивающий эффект, он успокаивающий, обволакивающий. И сколько раз у меня уже было двухсторонних пневмоний, бронхитов. И даже у меня был рубец, когда у меня была пневмония. И для того, чтобы зарубцевалось это все, я пила молоко с медом и маслом. То есть этот компонент помогал в сочетании, правда, уже с лекарствами, потому что форма была запущенная. Но когда у вас еще не дошло до той стадии, на которой у меня это все происходило, то очень-очень хороший рецепт. Некоторые добавляют, кстати, 1 желток, некоторые добавляют еще сюда 1 яйцо, помимо просто 1 желтка целое. И еще хочу сказать, лучше использовать молоко не пастеризованное, как вот у меня, а домашнее цельное молоко. И мед ни в коем случае не ложить в горячее молоко, потому что он теряет свои полезные свойства. Мед мы едим только в прикуску. Приступим к приготовлению. Молочко я отмерила, оно теперь у меня нагревается, до кипения ни в коем случае не буду доводить. Быстро можно погреть в микроволновке, но так как у меня посуда не помыта, емкость, в которой можно погреть, я вот грею на газовой плите. И еще хочу сказать, отмеряйте молоко так, чтобы когда вы перельете его в кружку, кружка была не полной, потому что когда вы будете добавлять соду, при взаимодействии с содой она начнется гаситься в горячей воде, в горячем кипятке, в молоке, и она начнет, знаете, как пеной подниматься. И чтобы у вас эта пена не перелилась через тарелку, смотрите, чтобы кружка была не совсем полная с молочком. Так, добавляю примерно вот такой вот кусочек сливочного масла. Наше сливочное масло практически растворилось, а это значит, что уже можно выключать молоко, потому что мы его после того, как оно вот нагрелось, добавим сейчас соду и вместе с медом в прикуску будем пить. То есть молоко надо пить это пока оно вот горячее, теплое, ну не совсем такое, знаете, горячее, чтобы ожог получить, не дай бог. Но медленно, вот так вот маленькими глоточками, по чуть-чуть надо сразу выпить. Все, выключаем. Так, берем пол чайной ложки соды, сыпем в чашечку. Берем наше горячее молоко с маслом и вот туда льем. Сейчас я буду лить это за кадром, потому что есть вероятность, что я могу разлить. Так. Все, наша сода прошипела, за что мы ей скажем большое спасибо. Так, все, молочко наше готово к употреблению. И сейчас просто, пока оно еще вот капельку парует, на видео не видно, берем ложечку меда и в прикуску пьем. И я вам серьезно говорю, если у вас сухой кашель, если вы кашляете, и у вас дерет горло, и не отхаркивается кашель, то попробуйте такой рецепт. Я думаю, что многие о нем уже знают, он не новый. Ну, конечно, обязательно, чтобы не было у вас аллергии на мед. Берите мед натуральный. И все. Ну и молоко желательно не пастеризованное, а цельное, домашнее. Замечательный способ. Пойду пить и вам советую. Все, девочки, не болейте. Сейчас у нас эпидемия кори, гриппа. Одевайтесь хорошо и выздоравливайте, если вы вдруг
болеете. А вообще, чтобы никто не болел, никому не разрешаю. Все. Всем пока.